Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев сад. Сегодня у нас тема подкормка озимого чеснока и лука весной. У нас уже март месяц, растаял снег и появились всходы лука и чеснока. А значит, уже можно делать первую подкормку. Итак, разберем, какие же подкормки необходимы и в каких случаях подкормки делать не обязательно. Вот посмотрите, у меня здесь грядка с луком, и сверху она замульчирована полуперепревшим, куриным пометом вместе с опилками. Сверху я мульчировал эти грядки для утепления. Однако, кроме утепления, здесь еще одна функция вот этого помета с опилками. Это еще и питание. Естественно, в курином помете очень много азота. И весной можно уже не делать азотную подкормку. То есть лук ничем не подкармливать. Но, конечно же, навоза вот этого куриного помета мне не хватило на все грядки. Часть грядок у меня не замульчированы. Допустим, грядки с чесноком. Там вот этой мульчи из навоза нет. А значит, нужно делать подкормку. Несмотря на то, что в осенний период мы заправляли почву, вносили там перепревший компост, какой-то перепревший навоз, минеральные удобрения, все равно весной чесноку и луку, вот на таких грядках, где нет вот этой мульчи из навоза, нужно дать азота для активного роста. Значит, какие азотные удобрения можно применять? Да, в принципе, практически любые. Дело только в температуре для усвоения этого азота. Ранней весной азот очень плохо усваивается растениями из-за холодной почвы. Поэтому для ранней весенней подкормки чеснока и лука лучше применять аммиачную селитру. Я уже много рассказывал про это удобрение. Значит, аммиачную селитру можно применять в виде раствора, то есть делать раствор удобрения для подкормок, либо вносить в сухом виде. Значит, если мы делаем раствор для подкормки, берем столовую ложку аммиачной селитры на 10 литров воды, разводим и из леечки проливаем грядки с чесноком и луком. Если вы используете в сухом виде, вносим в норме 30-40 граммов на метр квадратный. И это удобрение заделываем в почву. Если почва влажная, вот как сейчас весной она еще такая болотистая, влажная, и либо идут дождики, можно без заделки. Распределили по поверхности почвы это удобрение, и оно быстро растворится и впитается в почву, и корни растений будут этот азот необходимо потреблять. Далее, еще одна важная вещь. Есть такое удобрение, сульфат магния называется. Значит, вот это удобрение весной тоже применяется. Значит, его можно применять совместно вот с этой азотной подкормкой, то есть добавлять в раствор удобрения, допустим, тот же сульфат магния, либо применять отдельно. Значит, чайная ложка на 10 литров воды. Что дает сульфат магния? В этом удобрении содержится сера, которая помогает усвоению азота в холодной почве, а также содержится магний, который помогает усвоению фосфора, когда корневая система еще очень и очень плохо работает. Значит, вот такие подкормочки нужно сейчас сделать. Далее, был вопрос у меня про лук. Значит, и пишет зритель, либо зрительница, что в прошлом году лук болел перноспорозом. Что посадить на этой грядке и что внести в почву? Значит, на этой грядке можно высаживать любые другие овощные культуры. Значит, кроме чеснока, то есть лук, чеснок мы не высаживаем, а вот что-то другое можно. Например, на грядках после лука очень хорошо будут расти корнеплоды, замечательно будут расти кабачки, арбузы, огурцы, капуста. Вот для них это самый лучший предшественник, как говорится. Значит, что внести в почву? Так как в почве может находиться множество болезнетворных вот этих спор, перноспор, нужно вносить биопрепараты. Например, можете внести ту же триходерму. Триходерма хорошо уничтожает вот этих болезнетворных организмов, а еще улучшает плодородие почвы. Что касается борьбы с перноспорозом, значит, конечно же, самое главное правило – это соблюдение севооборота. Возвращаем лук и чеснок на прежнее место не ранее, чем через 3-5 лет после посадки. Если у вас участок маленький, нет возможности соблюдать вот такой полноценный севооборот, конечно же, пользуемся биопрепаратами, той же триходермой. Вносим ежегодно во все грядки на огороде
вот эту триходерму, проливаем, вносим в сухом виде и так далее. Это самый безопасный способ. И, конечно же, не забываем про органические удобрения. Никакая минералка вам не оздоровит вашу почву. Оздоровит только органика. Нужно вносить в почву в обязательном порядке под перекопку и перепревший навоз, либо перепревший компост. И когда мы вносим вот эту органику, кроме триходермы, будут в почве развиваться и другие полезные микроорганизмы, различные грибы, различные бактерии, псевдомонады. И все они будут улучшать плодородие почвы и улучшать здоровье почвы. И тогда ваш огород будет по-настоящему здоровым. Что касается обработок профилактических лука от пироноспороза. Можно, конечно, использовать различные химические препараты, например, тот же фунгицид Ревус, он достаточно эффективен против пироноспороза на луке. Однако этот препарат имеет сроки ожидания, и какой-то период перо лука нельзя употреблять в пищу. А все-таки лук у нас такая культура, которую мы активно используем в пищу, делаем летние салаты из свежего пера и так далее, поэтому химию как-то, не всегда хочется применять. Значит, чем обрабатывать от пироноспороза? Обрабатываем по зеленому перу, сенной палочкой. Я вам покажу вот эта триходерма, про которую я рассказывал, новая, а есть еще новоспорин появился в жидком виде. Бутылочка, уже готовый препарат к использованию. По инструкции готовим раствор и обрабатываем лук от пироноспороза. Обратите внимание, что лук имеет такой восковой налет на листьях, и растворы по нему не задерживаются, просто скатываются. Поэтому перед тем, как вы будете обрабатывать лук той же сенной палочкой, обязательно добавляйте в раствор либо жидкое мыло, 1-2 столовых ложки на 10 литров раствора, либо специальный прилипатель, чтобы раствор надежно закреплялся на листьях. Значит, температура для работы сенной палочки от плюс 18. Поэтому учитывайте, опять же, и температурный режим. Обычно перо у нас такое, хорошее уже отрастает к концу мая, к началу июня, и как раз-таки в этот период уже нужно проводить обработки сенной палочкой. Забыл еще один момент. Кроме минеральных удобрений, как и говорил про мячную селитру, можно использовать и органические удобрения. Можно использовать уже в активный период вегетации, чуть попозже, не ранней весной. Вы можете подкормочку чуть попозже сделать, к концу апреля, в начале мая. Можете использовать настои куриного помета, настои коровьего навоза, и пролить ваши грядки с луком и чесноком. Если у вас таких органических удобрений нет, можно использовать покупные. Допустим, гранулированный куриный помет, либо гранулированный коровий навоз. Внести эти удобрения, уже сейчас даже весной можете внести, подрыхлить, заделать в почву, и, опять же, питательные вещества из этих удобрений в почву проникнут к корням, и ваш чеснок и лук начнут активно расти. Вот такие подкормки нужно сделать ранней весной. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!